Счастливая ты, Танюшка. Вон как тебя супруг балует. Ага, балует, говорит Таня, пакуя чемодан. Она на неделю едет с Евой, дочкой, в Грецию. Любимый муж и папа Матвей постарался. Сам он остается в загазованном, пыльном, шумном городе, чтобы заработать для своих девочек. Эх, может, тоже мотануть куда отдохнуть? Поехали с нами, Лен. Ага, конечно. У меня-то нет такого мужа, как у тебя, чтобы среди зимы отправил к морю. Я максимум солярий. Смеется подружка. Лена с Таней подружки с детства. Лена была замужем, но с мужем не сложилось. Они разошлись. Таня поддержала тогда подругу, хотя она и не переживала сильно, но все же приятного мало. Таня на тот момент была не замужем, училась, строила карьеру, никем не интересовалась из мужского пола, было не до этого. Лена же натура легкая, влюбчивая, увлекающаяся. Первый раз замуж выскочила сразу после школы. За любовь всей своей жизни, как она тогда говорила, Вадика. Прожили молодые 3 года, сыну Мишку родили, и однажды, сильно подравшись, развелись. Застукала Вадика своего с соседкой по коммуналке за интересным времяпрепровождением. Вадик доказывал совершенно серьезно, что соседке стало плохо. Он расстегнул ей верхние пуговицы на блузке, делал искусственное дыхание и массаж сердца. Сам раздетый? Жарко? Жарко, Лена. Он ходил по комнате раздетый, потому что жара. Ну и что же, что зима и минус 30? Дома-то жара. В общем, подрались они. Вещи делили, телевизор, ковер, санки Мишкиной, самого Мишку. Вернулась домой, вроде учиться поступила, встретила Николая. Квартиру ей купил, именно Ленке, на нее записал. С Мишкой хорошо ладил, но что-то не пожилось. Таня к тому времени уже Матвея встретила. Парень заинтересовался серьезной девушкой, но Таня будто не замечала. К тому же была начальницей над Матвеем. Он все не осмеливался подойти к ней. Но когда и сам сделал большой шаг по карьерной лестнице, выдохнул и пригласил Таню на чашечку кофе. Девушка очень удивилась, но пошла. Так потихоньку и завязались отношения. Не было диких африканских страстей, головокружительных безумств. Этого не было. Были красивые ухаживания, нежные признания в любви и окружение такой заботой, что девушка поняла – это то, самое. Лена была на свадьбе Тани и плакала от счастья за подругу. «Хорошая моя, как же я рада за тебя!» «Смотри мне!» Повернувшись к Матвею, грозила Лена кулачком. «Не вздумай ее обидеть!» 6-й год живут ребята. Дочке Еве 3 года. Таня находится в декретном отпуске. Матвей пока уговаривает Таню не выходить на работу. Денег хватает. Правда, для этого Матвею приходится работать в 2 раза больше и по выходным тоже. Зато его любимые девочки ни в чем не нуждаются. Вот, летят в Грецию, развеяться. Папа же поработает хорошенько перед Новым годом, чтобы порадовать своих красавиц подарками. Таня, конечно, давно готова выйти из декрета. Хочется уже почувствовать этот ритм жизни, этот бег, стремление к чему-то. Но, как известно, сидение дома расхолаживает, и Таня все реже задумывается о том, чтобы куда-то бежать, что-то там делать. Лена старается приходить в отсутствие Матвея. «Я 2 раза была замужем и знаю, о чем говорю и что делаю», — учит она подругу. «Не надо мельтешить незамужней подруге перед мужем, хоть это и лучшая подруга». «Да ты что?» — машет Таня рукой. «А вот ничего, слушай меня. Не каждому мужчине нравится это, понимаешь? Так что мухи отдельно, котлеты отдельно, как говорят». Таня собирает вещи, Лена играет с бегающей Евой. Ее сын Мишка уже подросток. У папашки своего. Говорит Лена про сына. Нет, что не говори,
Вадик хоть и животное с рогами и копытами, но как отец он обалденный. Я бы себе дочку родила. Мечтательно говорит Лена. Мишка большой, а я бы дочушку хотела. Ну а в чем дело? Говорит Таня. Все в твоих руках. Да от кого, Тань? Мужиков-то нормальных. Матвей твой, да папка мой. Ну? Кто-то же тебе дарит украшения. Вон, смотрю, опять новые сережки. А, машет рукой Лена. Это все несерьезно. Лена упорхнула, оставляя шлейф духов. Таня с легкой улыбкой смотрела вслед убежавшей подружке. Таня принялась по новой проверять чемодан. Что-то вспомнила и пошла посмотреть в шкафу. Подставила стул, открыла ящик и начала искать. Рука наткнулась на коробку, вытащила, открыла, а там шикарнейший гарнитур, белое золото и синие камни, сапфиры. Боже, это же таких деньжищ стоит. Видимо, на день рождения припрятал. Милый, подумала Таня. Она положила назад украшение и отругала сама себя, что залезла туда и испортила себе сюрприз. Таня влюбилась в это украшение, хоть и была равнодушна к цацкам, имея стандартный набор – серьги, цепь и маленький перстенек. Утром женщина улетела на отдых. Прилетели они с Евой отдохнувшие, веселые, чуть загоревшие. Матвей обрадовался, даже покушать приготовил, соскучился по своим девчонкам. «Матвей, я и не знал, что ты так умеешь готовить». «А то, сейчас это несложно, все можно в интернете найти». Поужинали, радостно от встречи, хорошо дома. «Ну, малышки мои, я побежал». «Куда, Матвей? Выходной же». «Работу никто не отменял. Надо папке работать, чтобы его принцессы ни в чем не нуждались. Вечером буду. Все, пока-пока». Послонявшись по комнатам от нечего делать, Таня решила сделать генеральную уборку. Ясно же, что Матвей ни пыль не вытирал, ни пылесосил. Дома было относительно чисто. Вдруг у ножки кухонного стола что-то блеснуло. Сережка, золотая, странно. Таня подняла, посмотрела. Знакомая сережка. Она набрала Матвея. «Привет». «Привет. Что, уже соскучилась?» «Ага. Что делаешь?» «Работаю. Занимаюсь бумагами. Я думаю, тебе будет неинтересно». Таню кольнула. Матвей поначалу советовался с ней, все спрашивал, рассказывал, а теперь вот неинтересно. «Когда домой придешь?» «Часика через 3. Я сегодня пораньше. Ну его, достала эта работа. Тем более мои принцессы там скучают». Матвей и правда пришел часа через 3. «Ну, и чем занимались мои девчонки, а?» – спросил он, подкидывая вверх дочку. «Мы с мамой убирались», – громко хохочет Ева. «Я же вроде убирал все, даже мыл пол к вашему приезду, вчера». «Ага», – смеется Таня. Она показывает ему золотую сережку. «А это что?» «Я не знаю, Тань, это не мое». «Ну, конечно, не твое», – смеется Таня. «Перед отъездом ко мне Ленка забегала. Видимо, сережка расстегнулась и упала, и мы не заметили обе. Она тут с Евой возилась, бегали, бесились. Так и пролежала неделю». «Да? Ну вот, блин», – спалился папка. «Но я честно в коридоре мыл пол». И все трое хохочут над папкой, который хотел немного приукрасить свои подвиги. Потом Таня звонила Лене, та очень обрадовалась, так как подумала, что потеряла где-то на улице серьгу, и даже, говорит, ходила искала. А потом Лена сказала, что устроилась на работу в ту же фирму, где работала Таня, откуда уходила в декрет. «Серьезно? Там же Матвей мой работает. А ты в какой отдел?» «А, нет, ты в другом крыле. Ну что же, поздравляю». И Таня почувствовала легкую тоску. Она подошла, посмотрела на себя в зеркало. Вроде все та же Таня, Татьяна Сергеевна, но уже и не та.
сколько ей, интересно, понадобится времени, чтобы восстановиться. Вечером она сказала Матвею, что к ним устроилась работать Лена, ее подруга. «Да? Серьезно, Танюш?» Матвей поднял руки. «Давай договоримся. Никакой помощи от меня не будет, хорошо? Ты же знаешь, как я это не люблю». «Нет-нет, Матвей, ты что? Я просто сказала». «Ну и хорошо. Лучше скажи мне, что бы ты хотела на день рождения?» «Я не знаю. Пусть сюрприз будет», — говорит Таня, сама прекрасно зная, что приготовил для нее муж. «Танюш, ты все же подумай. Не хочется попасть пальцем в небо. Хотя бы намекни». «А знаешь, мне вдруг захотелось украшение какое-нибудь. Красивое, необычное». «Украшение?» Матвей посмотрел на нее с удивлением. «Тебе же не нравятся побрякушки». «Ага, но что-то захотелось». День рождения у Тани был сразу после Нового года. Супруг уговорил отметить в ресторане. Позвали родителей, сестер, братьев, конечно, и подругу любимую. Весь день Танюшка в предвкушении вечера была. С утра муж цветами и завтраком в постель поздравил, а подарок сказал вечером, в ресторане будет подарен. Оделась Танюшка красиво, поправилась немного, но все равно хорошо выглядит. Специально платье с открытым максимально верхом выбрала, чтобы подарок сразу же надеть. Знала же, что ей подарит милый. Все гости собрались, только Лена задерживалась. Она велела не ждать ее, начинать, она попозже подойдет. Все поздравляют именинницу, слова хорошие и добрые говорят, подарки дарят. Настала очередь и мужа любимого поздравить именинницу. Таня вся в предвкушении. Матвей торжественно, наговорив кучу нежностей, преподнес ей коробочку. Тане кажется, что коробка другая. Открывает, а там... Таня сдержалась, чтобы не зарыдать. Ну да, вот так. В коробке, красиво изогнувшись, лежала золотая змея. Вернее, колье в виде змеи. Такой же браслет и кольцо. Все ахнули, в восторге захлопали, а Таня... У Тани перед глазами замаячил тот самый гарнитур с сапфирами. В прямом смысле замаячил. Он на тоненькой шейке ее подруги так красиво смотрелся, ее опоздавшей подруги. Из белого золота с синими камнями, как раз под цвет Лениных темно-синих глаз. Конечно, на ней он смотрелся потрясающе. Вяло подумала Таня, и навряд ли такие изделия продаются в магазине. Это сделано на заказ, долго выбиралось, сделано со вкусом, как для любимой женщины, как и та пошлость, что ей подарили. Весь вечер Таня была как во сне. Змеи, надетые заботливым мужем на шею и руку, а также на палец, давили, душили Таню. Ей хотелось снять, растоптать, заорать на весь белый свет. Но еще теплилась надежда, маленькая, тоненькая надежда, что тот гарнитур все же лежит дома. «Танюш, ты чего такая? Вроде как вареная», — спрашивает мама. «Мужик у тебя золото. Вон какой королевский подарок тебе подарил. Столько деньжищ отвалил». «Ага, королевский». Лена сияла, она со всеми шутила, поднимала тосты за именинницу, улыбалась, желала счастья и ни разу не глянула на Матвея. Да и он тоже на нее не смотрел, будто она пустое место. К концу вечера Таня даже уверила себя, что тот гарнитур, который она видела, он лежит там, на месте. Утром, едва дождавшись ухода мужа на работу, Таня не обнаружила никакого гарнитура. Таня начала думать, вспоминать, сопоставлять, и горячая лавина понимания накрыла ее вдруг с головой. Ева была у ее мамы, с вечера бабушка с дедушкой забрали малышку, давая родителям повеселиться. Таня позвонила в офис, в тот самый, где она когда-то работала. Никто не ответил. Ну да, выходной же. Это только ее любимый муж, Матвей, с некоторых пор работает без выходных. Таня позвонила знакомой девушке,
с которой очень хорошо и тепло общались. Маша, знакомая Танина, очень обрадовалась ее звонку и сказала, что на ее место, на Танина, метит какая-то новенькая Лена. Да Матвей твой знает ее, вроде какая-то подруга друга. Они так мило воркуют и на обед вместе, и с обеда. А тут недавно, когда Матвей отпуск брал на неделю, куда вы там в Европу гоняли? Так вот, это тоже брала отгулы за свой счет, типа по семейным обстоятельствам. Хотя все знают, что она тупая, и Матвей твой все за нее делает. По выходным работать? Ну, конечно, осталось только это. Таня, все нормально. Я что-то лишнее сболтнула? Нет, Маша, ничего лишнего. Все так и есть. Таня, надо обязательно встретиться. Ты когда на работу? Ты вообще собираешься? Да, Маш, скоро. Таня дождалась уставшего мужа с работы, накормила, все делала спокойно, стараясь не подать вида о том, как кричит все внутри и болит. Как на работе? Вообще завал. А что, только ты работаешь по выходным? Да прям, весь офис, шеф озверел. А где Ева? Побудет у мамы, мне с утра в больницу. А, ну хорошо, я посплю чуток. Конечно, поспи. Таня договорилась с мамой, что та посидит с Евой, и, позвонив куда-то, утром поехала навстречу, сказав мужу, что в больницу. Здравствуйте, Егор Павлович. Здравствуй, Таня. Вы простите, что я вас вот так. Татьяна, мы с тобой старые вояки-друзья. Ну ты чего? Рассказывай, девочка, что случилось? И Танюша рассказала, со слезами, поплывшей тушью, рассказала то, о чем не расскажешь маме. Седовласый мужчина, друг ее отца, все внимательно выслушал, пожевал губами. Да, дела. Наши давно шепчутся по поводу твоего Матвея и этой, Елены Прекрасной. Я пресекал, думал сплетни. А тут, смотрю, уже в открытую чуть ли не. Прости, детка. Ну что, делаем план по поднятию тебя с колен? Поехали к нам. Там тетя Вика быстро что-нибудь придумает. Егор Павлович оставил зареванную Таню своей жене, а сам, немного побыв дома, поехал в офис. Вика та еще интриганка, улыбаясь, думает мужчина, поможет Танюшке. Завтра пораньше на работу надо, сказал пришедший позднее, чем обычно в последнее время Матвей. Шеф собрание собрал. Говорят, грядет какая-то перестановка. Может, меня куда переставят. Будем побольше денежек зарабатывать. Вообще дома не будешь появляться. Но, малыш, он никогда раньше не называл ее этим дурацким словом, отметила Таня. Малыш, я же для вас стараюсь. Весь офис собрался. Егор Павлович осмотрел всех коллег, вон и Матвей. Рядом примостилась Лена, вывалив на показ все содержимое своего микроплатья. Егор Павлович поморщился. Есть же дресс-код. «Доброе утро», — сказал директор и начал обычное совещание. Ну а теперь перейдем к более приятным вещам. Как вы знаете, Изотов Константин Сергеевич, мой бессменный заместитель, много лет проработавший со мной в связке, моя правая рука, решил, что все, рыбалка и пироги ему важнее, в общем, уходит на пенсию. И с сегодняшнего дня у нас будет новый замдиректора. Он посмотрел на Матвея, задержал взгляд на Елене. Многие пророчили эту должность Матвею. Некоторые даже поздравляли заранее, елейно и заискивающе улыбаясь. Итак, шеф еще раз всех оглядел, подлизы подняли руки, чтобы начать хлопать, чтобы успеть первыми это сделать. Этот человек многим из вас знаком, а некоторыми даже любим, как я думаю. Приветствуйте, Шаренко. Матвей привстал, покраснев и услышав свою фамилию. Подлизы захлопали. Шаренко Татьяна Сергеевна, прошу любить и жаловать. Аплодисменты резко стихли, все замолчали. Лена чуть не выпрыгнула из платья,
так широко открыв рот, что Тане захотелось съязвить по поводу гланд, которые видно. Матвей замер, привстав, и во все глаза смотрел на Татьяну. Все очнулись, захлопали и начали поздравлять. Весь день супруги не виделись. Лена ушла к себе и не показывалась. Таня была занята работой. Вечером, когда Татьяна приехала домой, Матвей был уже дома. «Привет». «Привет. Ничего не хочешь мне рассказать?» «А ты?» «Мне нечего рассказывать». «Серьезно?» Таня горько усмехнулась. Она посмотрела на часы. «А мы сейчас и узнаем». В дверь позвонили. Таня пошла открывать. «Ну, подруга, ну ты, конечно, отожгла. А как твой рот-то открыл, а? Ну, ела, что где он, поди горя заливает. Ой, мужики не умеют проигрывать». Лена замерла на полуслове, увидев Матвея. «Ну, вся семья в сборе. Рассказывайте, мои дорогие и любимые». «Танюш, ты чего?» Матвей пытался выдавить из себя улыбку. «Таня, тебя ударило в голову твое почти директорство?» «Нет, двойное предательство. Ты хитро придумала с Сережкой». «Да, Лен, а я, тупица, не поняла. Зато с гарнитуром все четко вышло». «С каким гарнитуром?» – тихо спросил Матвей. «Который ты подарил своей любовнице и прятал у нас в шкафу, дожидаясь скорее моего отъезда, чтобы слетать с любимой женщиной в Европу. Я нечаянно нашла этот сапфировый гарнитур, что-то искала и наивно думала, что это мне на день рождения». Матвей сидел, опустив голову. Лена же расправила плечи и улыбалась. «Ну ты и дура! Наконец-то дошло до тебя, Клуша! Отхватила такого парня и не смогла удержать, овца!» «Я не держу его, Лена. Вещи собрать? Не хочу скандалов, криков, ничего не хочу. Уходите оба». «Я никуда не пойду», — поднял голову Матвей. «Извини, но я из своей квартиры точно никуда не уйду». «Я остаюсь в своей семье. Таня, Танюшка, прости меня, ты чего? Это просто затмение какое-то. Что ты? Зачем ты это? Лен, скажи, что это все шутка». «Шутка?» – взвизгнула Лена. «Шутка? А кто мне клялся в любви вечной? Кто просил меня родить маленькую доченьку, похожую на меня?» «Зачем мне от тебя какие-то доченьки? У меня есть ребенок, я его люблю и жену люблю. Привязалась ко мне. Таня, она меня доставала. Она... Помнишь, ты ездила на дачу? Она ко мне голая приперлась, в плаще, голая, представляешь? Я не хотел, но я же мужик, пойми, Таня». «Уходите оба, уходите, пожалуйста». «Хорошо, Тань, тебе надо побыть одной, я понимаю». «Пошел вон». Вот так и закончилась моя красивая сказка. Таня сидит в кафе с той самой Машей. «Брось, Танюш, все еще впереди. Может, и с Матвеем помиритесь. Он же неплохой мужик, тебя с дочкой любит. Смотри, убивается как». «Нет, Маш, я не могу, понимаешь? Вот есть физическая измена. По пьяни, по дуре, со злости. Один раз. Здесь бы я еще, может, и подумала. И то навряд ли. Но когда вот так, с любовью выбирать украшения, выкраивать минутки, бежать к ней, к любимой, этого я понять и простить не могу». Таня с Матвеем разошлись. Он перевелся в другое отделение, не теряет надежды завоевать прощение у Татьяны, постоянно берет Еву. С Леной отношений никто не поддерживает. Она уволилась, и где теперь находится, ни Таня, ни Матвей не интересуются. Таня ходила в кафе с молодым и привлекательным мужчиной, Машиным братом. Просто ходила в кафе и весело болтала, как когда-то в юности. А большего ей сейчас и не надо. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.